Welcome, Exile. Это Passive Experience. На этом канале я буду делиться с вами своим опытом в такой игре, как PoE. Темой данного видео, как вы могли заметить по превью, является FiveWay сервис. Я бы хотел поделиться всем своим опытом в данной сфере, без затаивания даже самых маленьких мелочей, ибо в данном виде сервиса даже самая маленькая деталь имеет свою роль. Я расскажу про то, как добиться 11 тысяч киллов, на какие аспекты смотреть и что нужно учитывать при попытке пробить те самые заветные 11 тысяч. И хотелось бы отметить, что данное видео никак не относится к гайдам, я просто делюсь своим опытом с PoE комьюнити и хочу устранить этот многолетний пробел информации по данному сервису. В данном видео мы будем рассматривать только Duo-версию данного сервиса. А начнем мы, пожалуй, с основ. В сервисе участвуют два сервис-провайдера и 4 клиента. Два сервис-провайдера включают в себя самого Кэрри, который убивает мобов, и робота-ресеттера, который предоставляет защиту клиентам и делает высокоточные ресеты для появления новых мобов. Итак, что же нам необходимо, чтобы получить те самые заветные 11 тысяч на инкубаторе? На самом деле, это совокупность огромного количества факторов, так как 11 тысяч это практически максимум, который можно достичь на версии 3.20. И сразу скажу, что каждый фактор по-своему важен, и нельзя выделить самый важный. Фактор номер один — это AOE Carry. Насколько мы знаем, существует две версии FiveWay Carry. Это Deadeye и Scion. Есть еще третий вариант, элементалистка, но она не так популярна и не дает таких больших преимуществ по сравнению с двумя предыдущими классами. Так вот, если смотреть со стороны первого фактора, то наш выбор падает на Сционку из-за трех ключевых особенностей ее дерева. Первое — это Ascendancy Slayer, которая дает нам 30% AOE. Вторым же является Ascendancy Саботера, которая также дает нам еще 30% AOE. И как мы узнали из патча, мы потеряли 8% Elemental Penetrate и 2 бесполезных свойства на трапы и мины. Но взамен получили огромный прирост к AOE демеджа, что очень поможет нам с зачисткой арены. А третьим является удобная комбинация в начале дерева сционки, которая в общей сумме дает нам 84% инкриз AOE. В общем и целом, AOE необходимо для покрытия как можно большей части арены, чтобы, стоя на месте, мы могли достать до каждого моба. Фактор номер 2. Урон Кэрри. Насколько мы знаем из вики, всего мы можем настакать 108 разных стаков Хедхантера. В среднем в течение раны на нас висит 60-70 стаков. Соответственно, шанс поймать один из неприятных для нас стаков довольно велик. Одним из таких является Ice Prison, который может воспрепятствовать ресету нашего робота, а также заблокировать ваши выстрелы, если вы окажетесь в центре данного скилла. А также Shroud Walking с его телепортами. Если вы хоть раз были на FiveWay сервисе, вы 100% видели, как ваш Кэрри телепортировался в другую часть арены, а потом в течение 1-2 секунд возвращался на исходную позицию, что мешает корректно работать некоторым механикам увеличения урона, а также сбивает позиционирование Кэрри, что приводит к неполной зачистке арены, соответственно меньшему количеству убийств. Так вот, чтобы полностью или же максимально возможно нивелировать данные ситуации, нам необходимо набрать как можно больше дэмэджа, так как выяснилось, что если у вас достаточно дэмэджа, чтобы убивать мобов моментально, то вас просто не телепортирует к нему, или же не поставит Ice Prison, даже если на вас висят эти модификаторы. Система проста. Больше дэмэджа, меньше ТП, меньше стенок, больше киллов. Также дамаг влияет на то, сколько времени вам нужно, чтобы зачистить арену полностью. То есть, простыми словами, чем больше у вас дэмэджа, тем меньше нужно времени на ресет. А чем меньше времени на ресет, тем больше волн вы сможете активировать в течение всего времени раны. Соответственно, больше киллов успеете сделать. Тут система также проста. Больше дэмэджа, быстрее ТТК, быстрее ресет, больше волн, больше киллов. Фактор номер 3. Правильный ресет и его тайминги. Сразу же скажу, что мы не прибегали к макросам, и все, что получилось у нас, может получиться и у любого другого игрока, не прибегая к стороннему ПО. Также хочу сразу сказать, что единого, самого лучшего тайминга ресета не существует, так как у всех разные показатели фактора 1 и фактора 2, а также на это может повлиять пинг вашего робота, так что даже если вы в точности скопируете билды из поп, которые я приложу к видео, тайминги все равно могут отличаться, и вам придется опытным путем искать тот самый, который нужен вашему кэрри. Основой таймингов ресета является то, сколько времени нужно вашему кэрри, чтобы зачистить всю арену после ресета. В общем и целом, система проста. Чем больше дэмэджа и AOE у кэрри, тем меньше тайминги ресета. Но опять же, тут может влиять множество факторов. То, какой скилл передвижения использует ресеттер, то, какие суппорты он подключил к мувмент скиллу, то, какой базовый APS имеет ваш робот, пинг и так далее и тому подобное. По итогу, мы получаем 3 глобальных фактора, из которых вытекают более маленькие, и все это в сумме при идеальном сочетании дает нам те самые заветные 11 тысяч убийств. И хотелось бы уточнить, что сфера сервиса FiveWay — одна из самых забаганных областей нашей любимой игры PoE, где любой вылет нашего клиента может повлечь за собой сломанные тайминги ресета, а впоследствии малое количество киллов.
Зачастую могут появляться пустые ресеты, где мобы просто не успевают заспауниться. Также в FiWe комьюнити ходит мнение, что у каждого ресета есть свои тайминги, под которые только пользователи стороннего ПО могут подстроиться. Но как я уже говорил ранее, мы смогли достичь 11 тысяч, не прибегая к стороннему ПО. Так что все в ваших руках и зависит от целей, которые вы себе поставили. И перед тем, как приступить к разбору отдельных механик, я бы хотел напомнить, что нельзя забывать, что сборки могут измениться с новой версией игры. Например, как в Лиге 3.20 мы получили замечательное кольцо Нимис, которое позволило нам полностью отпустить мышку и довериться его прекрасным свойствам. То же самое может произойти и с новогрядущими лигами, поэтому я постараюсь затрагивать как можно меньше механик, которые легко могут измениться в последующих обновлениях, и сделать уклон на объяснение основ, с помощью которых впоследствии вы сможете добраться до заветных 10-11 тысяч в любой лиге. Ну что же, вот мы и добрались до работы ресетера. Мы довольно много времени потратили на поиск наилучшего места и таймингов для ресета. Как казалось, даже тут есть свои фишки и нюансы. Первое – это позиционирование персонажа и курсора. Наилучшим местом для ресетов оказалось именно это. А причиной этой позиции является несколько факторов. Первое – это появление Ice Prison, а если быть точнее, то его практически полное отсутствие в данной позиции. К сожалению, я не могу доказать этого на теории, но на практике из 100 ранов в данной позиции мой ресетер застревал в Ice Prison всего 2 раза. Также дальше мы смогли найти способ нивелировать и эти редкие, но весьма раздражающие застревания. Способ решения оказался довольно простой. Это Burning Blades. Как оказалось, данный момент скилл способен проходить сквозь Ice Prison без каких-либо проблем, в отличие от стандартного Shield Charge. Вторым же фактором является то, что данное местоположение довольно удобно для нашего скилла Kinetic Blast, так как мы имеем возможность отправлять проджектайлы в обе части арены и покрывать ее равномерно благодаря чейну, форку и нашему огромному АОЕ. А третьим и заключительным фактором является то, что наша работа использует несколько скиллов в 2-секундном окне между ресетами. Одним из них является Sigil of Power, который размещает под собой область, которая дает нам Flat Lightning Damage, и благодаря альтернативному качеству и синергии с деревом нашего керри 50% increase attack damage. Поэтому мы должны стоять как можно ближе к нашему работу, чтобы быть в зоне действия сигила, что как раз таки позволяет делать наша позиция, так как в данном месте ауробот максимально близко к краю круга, и нам легче встать в область действия сигила. И да, пытливый мы сразу скажет, что мы в течение рана почти не тратим ману благодаря постоянному аптайму Wall Clarity и соответственно не получаем все 4 стадии. Но нам хватает и первой стадии сигила с его альтернативным качеством для приличного прироста урона. А что насчет позиционирования мыши? Наша работа ресетера выставляет его чуть выше начала обелиска, прямо перпендикулярно от позиции нашего керри. Это позволяет решить проблемы с зависаниями, будь то пинг или же FPS за лаг. В момент, когда происходит большой лаг, наш персонаж может просто не сдвинуться с места, так как игра не зарегистрирует нажатие на Movement Skill, и в дальнейшем может произойти второй обратный дэш, что сдвинет нас еще дальше от обелиска. Именно поэтому наша работа ставит мышку чуть выше обелиска, чтобы произошел максимально длинный рывок вперед. Ибо если мы поставим курсор не так далеко, то нашему персонажу понадобится сделать 2 более коротких дэша вместо одного большого. И тем самым мы потеряем наши заветные секунды ресета. Также преимуществом такого позиционирования мыши является используемым ауроботом Animate Guardian, так как если ставить мышку слишком далеко, то наш Animate Guardian начинает убегать к курсору, тем самым отдаляясь от нашего керри и становится совершенно бесполезным. Но если мы оставим мышку чуть выше начала алтаря, наш Animate Guardian будет стоять около ауробота и будет помогать своими бафами нашему керри, как и планировалось. А теперь поговорим о самом важном в ремесле ресетеров. Это как и по каким таймингам нам нужно делать ресет. Я повторюсь, что я не призываю вас к использованию сторонних программ для облегчения ресета. Можно добиться нужного количества киллов, делая все вручную. Как я уже говорил, в этом видео не будет гайда. Я просто поделюсь полученным опытом. Как оказалось, для нашего керри итоговым таймингом стала цифра 2.02. Но как я и говорил уже ранее, в течение всего прогресса персонажа эти тайминги менялись с увеличением урона и ОЕ, так что брать за основу данный тайминг ресета я крайне не рекомендую. Для корректного ресета наш робот использовал комбинацию зажима 2 кнопок, это Shield Charge и Dash, на котором с помощью левела и качества был сделан cooldown time равный 2.02. Не забудьте изменить режим дэша на Always Attack Without Moving. Это позволяет нам делать дэш в обратную сторону, что облегчит нам быстрый выход из круга. Еще хочу подметить, что мы специально оставляем дэш на первом левеле, чтобы не увеличивать travel distance. Я думаю, вы сразу догадались, для чего это необходимо,
и это не нуждается в пояснении. Также не будем забывать про наши любимые вал ауры, которые могут дать значительные бонусы нашему керри. Достаточно просто нажимать их раз в 10 секунд, находясь внутри круга. Мы использовали связку Wall Clarity плюс Less Duration и Wall Haste плюс Increase Duration, а также, не менее важно, Sigil of Power. В конечном итоге, тулбар нашего робота выглядел примерно вот так. Связка Wall Clarity с Less Duration необходима для того, чтобы максимально сравнять по таймингам работы двух Wall Hour, чтобы получить максимальный аптайм для работы нашей Wall Haste. Так как без Less Duration у Wall Clarity слишком большое время действия, и пока откатывается КД Wall Clarity, наша Wall Haste бездействует. А сейчас мы разберем основные нюансы и отличия сборки у робота под фейвей ресеты. Если же вы ищете информацию о керри, не переживайте, она также будет полностью разобрана в данном видео. Итак, чем же отличается у робот ресеттер от обычного рядового робота? Могу сразу сказать, что процент резиста, который пишут все сервис-провайдеры, начиная от 87%, не более чем маркетинговый ход, который повышает процент, что из всех сервис-провайдеров выберут именно вас. Так как в большинстве случаев 87% более чем достаточно для того, чтобы ваши клиенты выживали во время сервиса. Так вот, я бы хотел выделить основные отличия нашего робота. Первым же отличием является дивергент Wall Haste. Она дает один из самых больших бонусов нашему керри, так как помимо атак спида мы получаем дополнительные бонусы к projectile спида и почти бесконечную Wall Haste. Также мы улучшаем левел камня благодаря недооцененной перчатке Wall KRS, которая также благодаря карапту на плюс 4 даст нам возможность увеличить левел Wall камней вплоть до 32 левела. Вторым же является Anomalous Rough. Дает нашей ауре солидные 12% ауры эффекта. Нельзя недооценивать альтернативные качества камней, когда на вас одет Ashes of Stars. Третье, менее значительное, но все еще полезное альт-качества, такие как Anomalous Wall Disciplina, Divergent Wall Clarity, Divergent Vitality, Divergent Precision, которые также получают довольно приятные бонусы от нашего амулета Ashes of Stars. Четвертым отличием является то, что наша работа использует Animate Guardian. Но так как наш керри убивает всю арену почти моментально, мы можем не усиливать нашего миньона дополнительный саппорт гемами. Но я все же советую прикупить Divergent версию. Она поможет нам убить сразу двух зайцев одним выстрелом. Во-первых, мы отберем у него его Move Speed с обычного качества, и он не будет успевать убегать от нашего керри. А взамен получаем солидные 190% максимум Minion Life. Пятое же отличие я упоминал ранее. Мы будем использовать Phantasmal Sigil of Power, чтобы увеличить дэмэдж нашему керри. Не будем останавливаться тут надолго. Шестым и не менее важным по значению отличием будет являться то, что мы отказываемся от ауры Wall Grace и берем дополнительную дэмэдж ауру Ангер. Да, это довольно рискованное решение. Потерять часть дефенса во благо урона. Но благодаря многочисленным тестам и правилам TFT сервера, которые гласят, что клиент, который заходит к нам на АФК рано, должен обладать как минимум 70 плюс хаос резистом и 3500 хп. Мы сделали вывод, что люди, которые обладают требуемым количеством дефенс, никак не могут умереть при нашем сетапе. Так что мы смело можем включить нашу четвертую дэмэдж ауру, пожертвовав частичкой дефенс. Отличие номер 7. Наверняка некоторые заметили, что я ранее упоминал о том, что есть способ нивелировать мерзкие застревания в одном из неприятных модов под названием Ice Prison с помощью скилла Burning Blades, но впоследствии упомянул, что итоговый сетап нашего ресеттера оказался Shield Charge. Все дело в двух факторах. Первое, ДПС стало настолько много, что мы просто перестали видеть First Wall где-либо на арене. Он просто не успевал ставиться. Второе, вытекает из первого. Чтобы получить максимальное количество ДПС, нам необходим хороший скипетр для его работы. Когда как при использовании Burning Blades, нам необходим даггер, клав или же одноручный меч, что уже мешает получить необходимые аффиксы. Поэтому мы просто вернулись назад к Shield Charge и взяли отличный скипетр для нашего робота с плюс 2 и хейтред эффектом. Отличие номер 8. Один из самых больших увеличений ДПС нашего керри оказалась смена билда нашего робота-ресеттера на Dex Stack версия с уникальным шлемом Mask of the Tribunal. В итоговой версии нам удалось собрать больше 1700 Dexterity, что дает нашему керри 136% крит мультиплера. Это дало просто тонну дэмэджа благодаря отличным синергиям с Headhunter модами. При максимальном количестве стаков, а это в среднем 60-70, мы получаем больше 500% крит мульти в толтипе. Девятым и последним нашим отличием я бы хотел упомянуть нашу попытку включить Anomalous Zealotry в синергии с Divine Blessing. Казалось бы, зачем нам аура, которая повышает урон спелам? Но как я упоминал раньше, в разборе работы Sigil of Power, тут влияет очень маленькая и, казалось бы, незаметная деталь. Все дело в дереве нашего керри, а если быть точнее, в одной ноде, в Вантмастере, благодаря которой все увеличение или уменьшение спелл дэмэджа также влияет на наши атаки. А как мы знаем, Kinetic Blast это и есть атак. Но по итогу, благодаря такой комбинации, мы
получаем только дополнительные 4% крит мультиплера. Как казалось, данная мастере работает только с increase модифайерами, и к сожалению она не работает на more модифайера. Поэтому мы сошли нецелесообразным тратить целых 2 сокета ради 4% крит мультиплера. Оно того просто не стоит. На этом наше кардинальное отличие от обычного робота заканчивается. Сразу хочу упомянуть, что все ссылки на наши побы будут в описании совершенно бесплатно. А также я прикреплю оба сетапа наших Animate Guardianов. Ну что же, вот мы и добрались до нашего кэрри. Хочу сразу сказать, что сетап не из дешевых, и таким точно не получится играть со старта. Вся суть нашей сборки состоит в том, что мы просто-напросто набираем настолько много дэмэджа, что в принципе перестаем телепортироваться с модом Shroud Walker. И при этом нашего ОЕ хватает, чтобы полностью покрыть арену. Благодаря нашему урону мы можем позволить себе использовать довольно специфические кластера. Первым же будет являться маленький уникальный кластер Natural Affinity, который даст нам просто тонну урона и немного выживаемости, с условием того, что мы не двигаемся. Второе — это связка из 6 медиум кластеров с модами Expensive Might и Magnifier, в сумме из которых только благодаря собственным модам мы получаем 360% инкриса ОЕ и 60% крит мультиплера. Но сразу хочу заметить, что если у вас не будет хватать дэмэджа, то смысла данного стапа мало, ибо при телепорте с вас спадают все стаки Natural Affinity и Expensive Might, что довольно критично, ибо вам нужно телепортироваться обратно и подождать, пока вы снова наберете максимальное количество процентов инкриса ОЕ, а это целых 5 секунд простоя, что уже критично, если наша цель 11 тысяч киллов. Поэтому я пишу еще один сетап, который мы использовали до получения конечной версии. Он состоит из 5-7 медиум кластеров с модами Assert Dominance и Magnifier. При этом мы все так же используем один кластер с Expensive Might и Assert Dominance. В этом сетапе вам уже не так критично количество телепортов, ибо у вас будет стабильные 35% АОЕ с каждого медиум кластера, которые будут работать всегда. Но как вы понимаете, мы потеряем довольно большую часть АОЕ по сравнению с дорогой версией. Но это по-прежнему не мешает пробивать 10,5 тысяч киллов в данном сетапе. Также хочу обратить внимание, что мы по максимуму стараемся набирать процентный инкриз АОЕ и хаос-резисты со свободных аффиксов в наших медиум кластерах. Что касается large кластеров, у нас есть два варианта. Использовать voices и получить дополнительные слоты для наших medium кластеров, но при этом мы значительно потеряем в дамаге. Вторым же вариантом будет использование двух ларджей с модами Opportunistic Fusillade и Martial Prowess, а также один лардж с модами Iron Breaker и Force Multiplier. Тут опять же все зависит от вашего баланса. Если вы понимаете, что у вас достаточно ДПС и вам необходимо добрать АОЕ, то мы выбираем первый вариант, а если же все наоборот, то второй. Я же в конечной версии использую второй вариант, по понятным на то причинам. Ну что же, давайте слегка пройдемся по гиру. Как я уже и говорил, я не хочу сильно углубляться в конкретные предметы, поэтому просто перечислю, что и почему мы используем. Я пробовал две версии сценки. Тут опять же все зависит от вашего бюджета и целей. Первая версия использует уникальный амулет Omniscient. Отличием сборки являются 4 ключевые вещи. Собственно, сам амулет, наша шапка, рарное кольцо и перчатки. Я думаю, это все логично. Мы собираем как можно больше Omniscience и получаем отличный прирост к нашему дэмэджу. Вторая же версия использует уникальный амулет Ashes of Stars, который позволяет при помощи quality альтернативных качеств наших камней увеличить АОЕ еще сильнее. Не могу сказать, что мы сильно теряем в ДПС, так как Ashes дает бонусы и в этом плане. Но учтите, что хороший Ashes of Stars будет стоить немало. Ключевыми же отличиями будет наша шапка, уникальное кольцо на адреналин и рарные перчатки. Хотелось бы отметить, что в такой версии перчатки это очень удобный инструмент, чтобы закрыть недостающие пробелы в билде, такие как Full Cold Convert, House Res, а также Exarch Implicit позволит нам получать Rage on Hit, что опять же значительная прибавка к нашему ДПС. Все вышеперечисленные сетапы я постараюсь оставить в описании к видео, так что если у вас остались вопросы по гиру, предлагаю вам рассмотреть все детали уже в побе. Также хочу уточнить маленькие нюансы, по которым у многих бывают вопросы при сборке своего первого кэрри. Как же решить проблемы с маной? Смотрите, на самом деле способов решения довольно много. Сейчас я постараюсь выделить все возможные варианты. Anomalous GMP дает нам 22% Reduce Mana Cost. Минус Mana Cost на тушке, будь то стандартный минус 15 или же Elevated минус 20. 25% Reduce Mana Cost
на уровне. Divergent Inspiration даст нам 44% Reduce Mana Cost. Вал Clarity от нашего робота. Также обычная версия Clarity высокого левела может помочь засустейнить вашу ману. Как набрать достаточный шанс на Explode? Первое и самое важное — это Elevated Explode от 31 до 35% на тушке. Вторым же является Sublime Vision с использованием Aura Pride. Дает нам 25% шанс Explode. Третье, менее популярное, это новая фласка Arias End, которая дает нам вплоть до 30% шанса эксплода. Но урон будет не физическим, как в случае с тушкой или же Sublime Vision, а элементальным, что уже не так хорошо для наших Headhunter стаков. А теперь я бы хотел поделиться с вами небольшими фишками, которые помогут вам улучшить нашего кэри или же в целом 5-way run. Первой фишкой будет являться отличная синергия из 3 уникальных джевелов Might of the Meek на самом старте дерева Сцион. Данные сокеты находятся довольно близко друг к другу, что позволяет настакать эффект на необходимых нам AOE поинтах. Как мы видим, 2 поинта получили 150% прирост, а 1 получил 100% прирост. Также не забудьте, что вы можете взять джевела с караптом на еще дополнительные 4-5% инкриса AOE, или же добрать необходимый Corrupted Blood Immune. Второй же, довольно неординарной фишкой, является то, что мы будем использовать Wall Breach для того, чтобы набрать необходимые Headhunter и Rage стаки как можно быстрее на старте. Также этот камень может помочь тем кэри, которые используют уникальные перчатки Shadow and Dust. А если быть точнее, то поможет быстрее настакать максимальное количество рампаги. Но я сразу хочу предупредить, что лучше не использовать Wall Breach больше, чем одного раза на старте, так как большая вероятность словить множество ТП и мобов с Temporal Bubble, что соответственно уменьшит количество киллов. Сразу хочу ответить на навязывающийся вопрос. Нет, инкубатор не засчитывает убийство мобов, которые выходят из Wall Breach. Третьей же фишкой является энчант на нашем Headhunter, который дает нам дополнительных 15% инкриса AOE, если на нас висит Arcane Surge. Способ его получения оказался довольно простой. Это замена накрафченного крит шанса на нашем ванде на 10% шанса получить Arcane Surge при убийстве. Соответственно, убиваем мы постоянно, а значит Arcane Surge активен весь раунд. Четвертой же фишкой будет скорее примечание для всех 5-way кэри. Если до версии 3.20 нашим кэри приходилось раскручивать нашего персонажа с помощью мышки, чтобы убить всех мобов со всех сторон арены, то теперь с приходом нашего любимого кольца Нимис мы можем стрелять в любую сторону, и наши проджектайлы будут лететь в случайном направлении, а благодаря высокому АПС мы сможем полностью покрыть арену, и вовсе не двигая мышкой. Но все же, я видел некоторых уникумов, которые пытались направлять курсор специально выше алтаря, чтобы якобы пробивать его насквозь. Скажу просто, лучше так не делать, так как тут та же ситуация, что и с нашим роботом. Так как мы используем второго Animate Guardian, нам следует оставлять мышку ровно на нашем персонаже, ибо если ставить ее слишком далеко, он просто будет убегать к курсору. Его целесообразность сведется к нулю. Пятой и последней фишкой будет являться Intimidate. Не игнорируйте возможность получить его с вашего Timeless Javel. Это даст вам значительный прирост к дэмэджу. И напоследок, хочу высказать небольшой крик души за всех 5-way кэри. Если вы собираетесь воспользоваться сервисом 5-way, пожалуйста, прочитайте внимательно, на каком реалме находится сервис-провайдер. Если же на сервисе стоит приписка АФК, будьте добры, постарайтесь закапать ваш хаус-рез и получить не менее 3500 лайфа или же энерджи шилда. Убедитесь, что вы сделали все, чтобы не вылететь на середине сервиса. Мы же не хотим спустить нашу валюту в никуда, так еще и заруинить ран 3 оставшимся клиентам. Также не забудьте про гир, который позволяет вам получать большее количество экспы, так как разница на дистанции становится все более значительной. Ну и напоследок хотел бы упомянуть о уникальных предметах, которые позволяют вам получить больше экспы для ваших гемов, а соответственно получить возможность даже уйти в плюс при получении сервиса. В общем и целом, я хотел бы выразить вам большую благодарность, если досмотрели до конца, и я надеюсь, что мои труды пришлись вам по душе. А также хотел бы пригласить вас на свой стрим на Твиче, где вы сможете задать любые оставшиеся вопросы, ну и познакомиться поближе. Всем удачного гринда, всем пока.